Привет, друзья! Рад видеть вас на моем канале. Сегодня я сделаю обзор на одного из самых опасных хищников карты Genesis 2 – теневую гриву или просто тенегрива. Этот опасный хищник обладает мощными групповыми маскировочными способностями. Его молниеносный цепной телепортационный удар может уничтожить сразу группу врагов. К тому времени, когда его жертва узнает о его присутствии, часто бывает уже слишком поздно. Подобно большерогому оленю, самка и самец этого вида будут иметь характерные внешние отличия. Кроме того, самка и самец будут обладать разными способностями. Групповая маскировка у самок и усиливающий в бою рев у самцов. При убийстве тенегрива с него можно добыть кожу, сырое мясо и кератин. Так же, как и другие хищники, с убитых им жертв он добывает сырое мясо, первосортное мясо, кожу, шкуру, кератин и другие ресурсы. Подобно скальному дрейку, призрачная грива преследует игроков, используя свою невидимость. Единственные два различных способа определить, преследует ли он кого-то, это по отпечатку лапы или по отчетливому слабому звуку, который он издает. Невидимость тенегрива не идеальна. Как и скальный дрейк, она оставляет вокруг себя слабое мерцание. Тенегривы обычно появляются группами от 2 до 3 особей, что затрудняет сражение с ними. Бегство от агрессивных тенегривов также не является хорошим вариантом, так как их телепорт позволяет им легко не отставать от выжившего даже на спринте и даже с преимуществами экипированного тег-снаряжения. Их варп-прыжки также эффективны как на земле, так и в воде. В какой-то момент, когда вы уже в небе, они могут быстро перестать следовать за вами, так что улететь от них является самым разумным вариантом. Просто поднимитесь в воздух, если на вас надет тег-костюм Федерации, и с легкостью расправьтесь с ними. Полагаться на мощного прирученного наездника, такого как Рекс, для уничтожения группы тенегривов – плохой выбор, поскольку они способны оглушить его и спешить вас. То же самое касается практически любого другого существа. Имейте это в виду. Использование группы прирученных существ, таких как аллозавр, может быть более эффективным, хотя спешенный игрок находится в зоне уязвимости и тенегрив обязательно этим воспользуется. Хорошим вариантом для уничтожения тенегривов будет использование существа с большим количеством очков здоровья, отправленным на сражение с ним, и использованием оружия дальнего боя, такого как снайперская винтовка или тег-лук. Подобно аллозаврам, тенегрив самого высокого уровня получает баф на усиление атаки и может нанести весьма большой урон своей жертве. Эти факторы могут сделать первое столкновение выжившего с ним катастрофическим, так как несколько прирученных существ не могут сравниться со стаей диких разбушевавшихся тенегривов, и вряд ли вам удастся сбежать от них. Одиночный тенегрив гораздо менее опасен без стаи, поскольку его урон значительно уменьшается без усиления помощника и альфа-бонуса. Но они все еще могут оглушать динозавров, чтобы нарушить контроль игрока над боем. Они также не могут нацеливаться на игроков, которые находятся в воздухе за пределами их диапазона телепортации. И поскольку тег-костюм Федерации предоставляется всем выжившим, выжившие могут легко использовать это в своих интересах, чтобы сбить их или сбежать из труднодоступного места. Тенегривы не активны в течение дня, и их можно увидеть отдыхающими. Чтобы приручить существо, вам понадобится заполненная корзина для рыбы с рыбой любого вида весом больше 0,5 кг. Ставив корзину в последний слот панели быстрого доступа, осторожно подойдите к тенегриву, пока он спит, и накормите его. Также помните о других агрессивных динозаврах, которые будут нацелены либо на выжившего, либо на тенегрива. Пока не ясно, какая переменная зависит от количества процентов приручения, либо уровень рыбы, либо ее размер. Как бы там ни было, для приручения вам понадобится много наполненных рыбных корзин, так что приготовьтесь заранее. Чтобы уменьшить вероятность того, что он вас обнаружит, наденьте полный комплект маскировочной брони и подкрадитесь к нему, пока он отдыхает. Также рекомендую использовать средства от насекомых. Попробуйте подойти к нему сзади с корзиной для рыбы, что еще больше уменьшит вероятность обнаружения.
Если он проснется, когда вы приблизитесь, то немедленно попытайтесь убежать, поскольку тенегриву потребуется несколько секунд, прежде чем напасть на вас. Будьте осторожны, если рядом есть другие особи, так как даже одна особь будет предупреждена, она разбудит всю стаю. Перед началом приручения рекомендуется очистить область от нежелательных существ, в том числе тенегривов. Они будут нападать на большинство травоядных, таких как стегозавр и пахиринозавр, а также на мелких существ и трупов. Как только его накормят, он сразу же перейдет в другое место, то есть станет невидимым. Следите за ним через систему наблюдения за прирученными существами, конечно, если вы не хотите быть слишком близко и дать себя обнаружить, когда он выйдет из невидимости. Если тенегриф нападет на вас, то весь прогресс приручения теряется, а также и эффективность приручения, и она не восстановится, по сути заруинивая ваше приручение. Однако они могут агриться на других существ, не теряя при этом прогресса приручения, но одиночки тенегривов могут легко быть убиты, если, например, они атакуют стаю стегозавров. У тенегрива время отдыха довольно непостоянно. Хотя если в области нет ничего, что могло бы привлечь их внимание, они, кажется, отдыхают не менее 20 секунд. Важно быть достаточно близко, чтобы извлечь выгоду из этих периодов отдыха, но и достаточно далеко, чтобы не привлекать его внимание в нежелательные моменты. Совет. На данный момент кажется, что они хранят ресурсы, которые собирают у мертвых существ вокруг себя. Если принести им достаточно жертв, чтобы они могли насытиться ими, то они станут довольно сытыми, что значительно упростит задачу приручения. Все тенегривы имеют различное количество естественной брони для приручения. Этот эффект заменяет седло. Чем выше уровень, тем выше обычно броня. У них также есть шкала импульса, которая увеличивается каждый раз, когда атакует существо, или со временем затухает. После заполнения он может выполнить специальную атаку, для этого удерживайте левую кнопку. Если эта атака нанесет смертельный удар, панель мгновенно заполнится и позволит совершить еще один убийственный удар. Более того, у каждого пола есть уникальная способность, которую можно использовать только при нахождении рядом особи противоположного пола. При нажатии на клавишу C он переходит в режим скрытности, а скрытность самки заставляет союзных существ поблизости также становиться невидимыми, если поблизости находятся самцы. Если же удерживать правую кнопку мыши, он совершит так называемую варп-атаку, поражающую все цели в его выбранной области. Также по щелчку правой кнопки мыши он совершает рывковую атаку. По нажатию X или удержанию C вы получите баф на повышенный урон, увеличенную регенерацию выносливости и увеличение скорости передвижения. Этот баф дает самец при обязательном нахождении рядом самки. Тенегривы пассивно наносят дополнительный урон атакующим в ближнем бою. Кроме того, маленькие существа отбрасываются назад. Тенегривы могут получить баф от воды, аналогичный бафу спинозавра, улучшая их урон, скорость и восстановление здоровья при контакте с водой. Кролик. Незаметный убийца. Тенегривы могут временно становиться невидимыми и преследовать потенциальных целей. Самки, усиленные помощником, могут сделать ближайших союзных существ невидимыми, что позволяет внезапно атаковать противника. Вездеход. Тенегриф обладает удивительными навыками мобильности. Он обладает беспрецедентной подвижностью в воде, возможно даже лучше, чем у ихтиозавра и манты, наряду с тем фактом, что у него нет кислородной планки, а с дополнительным бонусом в виде прыжка, который можно использовать в воде и на суше для прыжков на значительную высоту, он становится незаменимым помощником в передвижении. Он одинаково очень быстр и силен, способен быстро справиться со всем, что на его пути, если возникнет такая необходимость. Следует соблюдать осторожность, находясь под водой, так как электрофорус может шокировать, чтобы препятствовать его движению, а книдария может и вовсе оглушить тенегрива до смерти. Рекомендуется использовать рывок, чтобы атаковать их в первую очередь, если есть необходимость. В противном случае избегайте конфронтации. Пассажирский транспорт. Тенегриф может перевозить до 2 пассажиров, вроде Галимима, одного за другим, однако он намного мобильнее и боеспособнее по сравнению с Галли. Убийца боссов. По боевым возможностям тенегриф не уступает Рексу, а также обладает естественной броней. Самцы могут существенно усилить стаю, что сделает их более смертоносными в бою, а их высокая скорость атаки дает им преимущество во время битвы с боссом. Пассажирский транспорт. Тенегриф может перевозить до 2 пассажиров, вроде Галимима, одного за другим, однако он намного мобильнее и боеспособнее по сравнению с Галли. Убийца боссов.
По боевым возможностям тенегриф не уступает рексу, а также обладает естественной броней. Самцы могут существенно усилить стаю, что сделает их более смертоносными в бою, а их высокая скорость атаки дает им преимущество во время битвы с боссом. Ну вот, пожалуй, и все. Я собрал для вас немного полезной информации об этом смертельно опасном животном. Надеюсь, она была вам полезна. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, жмите на подписку. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.